Цифры. Координаты? Церкви? Нет, пожалуйста. Ладно, бежим. Черт! Черт! Стоп, стоп, стоп. Мне сейчас кажется, или это скин. Обалдеть, ладно, это уже сильно. Церковь, очищение, отец Тадмавриэль, некая организация и вишенкой на торте смотрящий. Все, что я сейчас сказал, не выдумка и существует на момент, который записывается здесь и сейчас. История явно набирает обороты. Вот бы, знаете, еще не выйти из этой истории психологически больным инвалидом. Как говорится, следим за здоровьем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы в прямом продолжении. Да, казалось бы, очищения нет, но дело церкви живет. Архей существует, а жители исчезли, поговорить не с кем, но кто-то пытается уничтожить меня. Причем не потому, что я чем-то там кому-то жизнь испортил, а потому что якобы в этой линии не должно остаться ни одного живого существа. Какой линии? Временной получается. А еще вишенка на торте, смотрящий, который буквально олицетворяет время, и ему эта история явно интересна, иначе бы он не появлялся с такой завидной регулярностью. Также напомню, в предыдущей серии у нас появился Слайми! Маленький слизняк, который питается гнилью, который может быть не один, но нам нужны яйца слизней, и который дает слизь. И сладкое желе. Легкий перекус. Продукт домашних слизней. Вкусно, но не очень питательно. Не портится! Да ладно. Так, подожди, а я могу скрафтить? Питательная паста. Могу испортить, хотя опять же написано не портится. И могу, по всей видимости, скушать, правильно? Ага. Окей, допустим. Пока что наш слайми один, но рано или поздно их станет больше. И посмотрим, может быть, что-то изменится. Ладно, давай думать, что мы имеем, Лолошка. Снова церковь и снова отец. Ну да, конечно. Насколько все-таки слова Иоганнеса были правдивы? Очевидно, что просто так отец Тадмавриэль не испарился бы. Но ладно, радует, что его последователи явно не считались адекватными. И то, что самого Тадмавриэля явно никто не видел. Ну, если не считать обладателя дневника, конечно. Но его слова пока что под сомнением. Интересно, может быть, Тадмавриэль как-то связан с организацией и произошедшим здесь? Хотя, нет, я не узнаю его стиль. Он бы явно попробовал подчинить всех своей воле и заставил бы поклоняться себе. Были бы статуи по всему городу, как у одного моего друга. Может быть, отец тоже исчез? Или просто прячется? Если уж сам великий отец прячется, то, может быть, вся эта ситуация не такая уж и плохая. Я вот не прячусь, а значит, я уже сильнее и смелее. Да уж, размышления, конечно, полезные. Стимуляция мозга и все такое. Но в моей ситуации куда полезнее заняться одним конкретным делом. Шифр. Я уверен, его написание не просто так отличается от содержания остального дневника. Ну, окей, настолько быстро? Так, ладно, посмотрим, что тут у нас. Ох. Жаль, я не встречался с чем-то подобным ранее. А что если... что? Так, хорошо. Это подставить сюда, ага. О, да, получилось! Ну-ка. Цифры. Координаты? Но если координаты, то чего? Церкви? О, кстати... Если там речь шла про церковь, то как раз церковь — это самое очевидное, что пришло в голову. Возможно, конечно, мои домыслы окажутся неверными, но я уверен, что бы там ни было, эта находка может дать мне полезную информацию. Вот видишь, Джон, я занялся делом и разгадал шифр. Я определенно молодец, Джон. Ну ладно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, верно? В моей ситуации так точно. Лая все еще не выходит на связь, так что да. У меня есть немного свободного времени. И не стоит тратить его на томительное ожидание девушки, которую я видел всего-то 2 раза. В путь!
Ладно. Так, получается, нам нужно по каким-то координатам? Они будут в скафандре записаны или что? Давай-ка, наверное, поставим что-нибудь исследоваться в начале. Здрасте. У нас есть... О, стоп. Порох? По-моему, его раньше не было. Используя вторичные компоненты из утиль-сырья, а также порох, можно увеличить количество смеси, почти не жертвуя характеристиками. Нам потребуется серная, коксовая и угольная пыль. По-моему, у меня абсолютно все это есть, кроме серной. О, господи, что это? Огненный стержень, незер-кварц. Боже мой. Во, просто сера. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему... Да ты что, издеваешься? Подожди. Стоп! Нет, 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 нет! Дверь на склад, где лежат эти компоненты, поломаны. Подожди, а как мне зайти? Нет, 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 пожалуйста! Все, вот эта дверь открыта. Фу, это, конечно, было сейчас смачно. А если бы у меня не было компонентов, как бы я починил? Давай сразу тогда вот так вот, бам! Хорошо. Далее, зачем я вообще сюда пришел? По-моему, сера. Сера у меня есть. Все правильно. Далее берем немного угля. И, честно признаться, я не помню, где находится мой отдел. Отдел по созданию всякой годноты. Вот он. Итак, здравствуйте. Мне бы сначала просто уголь. Да-да-да, угольная пыль делается, молодец. Далее то же самое с серой. Ага, давай побольше, побольше. Хорошо, спасибо, до свидания. Некоторые, наверное, спросят, зачем мне порох? А я напомню, при помощи него можно создавать пули. Вот оно, обычный патрон. И создается это прям на обычном верстаке. Подожди, что? Порох и свинец постепенно восстанавливаются? Слушайте, тогда это удобно. На всякий случай немного заберем. Далее сразу же перезарядимся. И у меня все равно не хватает на весь барабан. Ну ладно, я думаю, то, что если что, долго и много стрелять мне не придется. Надеюсь. На всякий случай возьмем аккумуляторы. Возьмем побольше отмычек. Наденем скафандр, подберем кирку и действительно в путь. О, нет. Стоп, что? О, господи, да вы что, издеваетесь? Ну какого черта? No, мистер Фиш. Мне так просто бункер не поломать. Все, починили. Молодцы. Лампочка сигнализирует, что там сейчас что-то есть. У нас есть гроза, палящее солнце. То есть каждый раз, когда открывается что-то новое, у нас действительно и здесь тоже это появляется. Вот, палящее солнце появилось только в предыдущей серии. Солнце Архея настолько огромно, что иногда в погожий денек оно раскаляет воздух до невозможной температуры. Все вокруг начинает плавиться, а мой скафандр из горючей резины не исключение. Избегание прямого контакта с солнечными лучами позволяет избежать возгорания. Хорошо, я понял. Все, ладно, выходим. И... Здравствуйте. О, черт. Надеюсь, дорога пройдет без лишних приключений. Ай, зараза-то такая! Кислотный дождь! Ну это прям отвратительно, честно говоря. Вообще, после истории с дронами, мне постоянно кажется, что за мной кто-то следит. Интересно, как много я смогу найти? Не может же там совсем не оказаться полезной информации. Да, сейчас все найдем, не парься. Координаты явно какие-то важные. Черт. Блин, ненавижу, когда все разряжается быстро. Еще и самое главное, меня отравляет. Я уж совсем-то про это забыл. Куда я иду? Вот, вижу. Далее, вперед. Пожалуйста. Что? Что это было? Черт, стоп! Блин, моя рука! Мне нужна аптечка! Срочно мне нужна аптечка! Дайте мне полечиться! Куда я забежал? О, свинец, ладно, свинец это прекрасно. Далее цинк тоже возьмем, медь и аптечки здесь нет. Там были чертовы дроны! Ага, ладно, я надеюсь, что от них можно убежать. И, по всей видимости, от них можно убежать. Но я так и не понимаю, куда мне нужно идти. Партиклы были там. Жалко, что мне тупо не дали координаты на скафандре. Обязательно покушать. Если встретим дрона, уничтожим. На них, получается, кислотный дождь не действует. 3, 2, 1. Пожалуйста. Вижу, бегу туда, куда еще ни разу не бегал. Это какая-то локация за городом, что ли? Реально, куда я иду? Я ничего не вижу. Я вообще не узнаю это место. У меня 68%. Я не понимаю, я потерял партикл. Вон, вижу дрон. Так, давай-ка, наверное, знаете что? Вернемся. Мне нужно обратно в бункер. Вот, вижу партикл. Дрон. Тихо. Черт! Не стрелять в меня, не стрелять! Привет, бункер! Пожалуйста, спаси меня, заряди. Все хорошо.
Ладно, я понял, надо быть прям жестко подготовленным. У меня, смотрите, яд практически полностью заполнился, и, скорее всего, меня бы жестко отравило, когда это бы наполнилось, и я бы умер. Иди сюда. О, нет. И ты тоже поломался. Как же я ненавижу. Труба сюда, починить туда. И все, похилились. А, так погоди, у меня, оказывается, есть точка. Вот она. Церковь? А я все это время бегал по партиклам. Ладно, мне, видимо, как-то и по партиклам, и по метке. Давай, наверное, реально сначала по белым кружочкам, потому что мало ли они показывают какой-то безопасный путь. Дрон! Дрон, 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 дрон. Тихо, тихо. Не видит меня? О, пожалуйста, жить. Все? Нет. Черт. Черт, 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 черт. Нет, пожалуйста. Ладно, бежим. Черт, черт! Нет, 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 я не знаю куда. Нет, я знаю куда. Все нормально, все нормально, все нормально. Долбаные дроны! Пожалуйста! Моя нога! Еще и выносливость закончилась. Так, тут можно будет полутаться. Да сколько же можно бежать-то? Уровень радиации сейчас и так все сожрет. Отстаньте от меня, долбаные дроны! А? Это еще что такое? Школа? Да, это сейчас все не важно, просто заходим. Слышишь, дроны? Это что, шутка какая-то? Хотя нет, нет, какая же шутка. Если подумать, помещение изведения Иоганнеса явно было похоже на какой-то школьный класс. Или, может быть, актовый зал? Ну что же, в первый раз в первый класс. Так, сегодня явно не день знаний. В школе ни души. Ладно, шутки вообще не помогают. Но почему по этим координатам именно школа? Ладно бы хотя бы тюрьма или психбольница, но нет. Ладно, соберись, Лолошка, ты справишься. Окей, окей, окей. Так, погоди, погоди. На всякий случай, давай быстренько поедим. Мало ли придется бегать. У нас 50% заряда. Я понял. Экстренный аккумулятор сюда. Далее побольше еды. Офигеть. Вот это тут вещичек. Давайте ко мне еще что-нибудь интересное. О, экстренный аккумулятор использовать. Блин, ну ладно, 70% заряда это уже не хухры-мухры, но надо еще залутаться. Черт, вот знал бы я, что нужно было брать аптечку. Взял бы сразу. Эй? Нет, это обычный класс. Не похож на тот, что был в видении. Да, это правда. Тут у нас яблоки. Это явно не то, что мне надо. И ведь, похоже, еще совсем недавно здесь были дети. Сидели, учили свои предметы. А теперь ничего. Так. Ой, блин, ну ладно, по крайней мере залутаться здесь прям серьезно можно. Это радует. Я так понимаю, мне нужно найти актовый зал. Тот самый, где был Иоганнес, тот самый сумасшедший. Нет, это явно не то, что я ищу. Согласен, но все-таки экстренные аккумуляторы, какие-нибудь железяки. О, экстренный аккумулятор, сюда сразу используем. Целый мат татами. Я уверен, на будущее пригодится, поэтому обязательно также забираем. Низковольтный конденсатор забираем. Да и в целом не пропускаем никакую комнату. Да, это тоже обычный класс. Не похож на тот, что был в видении. Все, ты уже повторяешься. Это что такое? Почему оно так... Что за... Это явно не то, что я ищу. Да не-не, погоди, Лолошка. Это походу явно то, что ты ищешь. А ну-ка иди сюда. Утка ошибка. Ха-ха, нифига. Как будто не прогрузившаяся текстура. Слушай, прикольно, но... черт, у меня из-за этой утки вот такие проблемы. Нечего теперь взять. Нечего выкинуть, точнее. Вот это мы неплохо так забрели. В том помещении изведения не было окон. Может быть, это где-то в подвале? В подвале, говоришь? Сейчас, подожди, на всякий случай. Здесь мы еще не были. Я хочу, на самом деле, сейчас все, что найти, это, наверное, экстренные аккумуляторы. Они мне явно пригодятся. Ну и суп. Суп тоже прекрасно. Спускаемся вниз. Только для персонала школы. Спортивный зал. Ага, понятно. Вообще, замки всегда означают, что я на верном пути. Ну, я бы не был так уверен, честно говоря. Вот тут можно пройти. Вот это, получается, зациклено, да? Это класс химии. Да, я сразу понял. Только в классах химии вот такие вот есть круговые движения. Не знаю, у меня так же было. Только для персонала школы. Ага. Сейчас, на всякий случай. Ё-моё.
Спортивный зал. А хотя подожди-ка. Уточка, спортивная уточка, не знаю. Ну мало ли, тут есть еще одна. Привет. О, экстренный аккумулятор. Не зря забежал. Обязательно используем. И благо у меня есть отмычки. И... Отлично. Когда-то вера в очищение непоколебимо стояла во главе архейского общества. А что же теперь? А что же теперь? Всем привет. Не, ну я, конечно, не надеюсь увидеть здесь какое-нибудь человекоподобное живое существо, но все-таки как-то немножко страшновато. Получается, теперь верующих в очищение считают сумасшедшими? Интересно. Архейцы специально исключили эту главу историю и низвели все в примитивный каменный век? Или это ненарочно вышло? Вполне вероятно, что не всем хотелось бы рассказывать детям о тех увиденных ужасах. Но мне бы все равно хотелось узнать историю Архея после нашего отбытия. Настоящую историю. Если были верующие в отца, то, возможно, у них остались какие-то более правдивые записи. Даже если эти записи искажены в угоду их вере, это все еще лучше бегающих в шкурах орков, копающих искаженный скинт в шахте. Потерять такое наследие и историю — это очень печально. Ну, во всяком случае, мы знаем правду. Ой, так, тихо. Отмычки не выкидываем. Давай, погнали дальше. И в итоге у нас... надо включить здесь свет. Да, я согласен, но я уже вижу, что это тот самый зал. Там написано... Очищение наступит, правда? Вот оно. Именно здесь сидели те самые фанатики. Так, погоди, где включить? А, нашел. Да, это определенно комната из того видения. Неужели здесь не будет ничего интересного? Ничего интересного? Ну, блин, по крайней мере, эта комната существует. Так, погоди, картины? Нет, картины никак не кликаются, не нажимаются. Лолошка, комментируй. Давай, комментируй. Смотри, самое-то главное, что есть. Существует картина настоящего скинта. Ну-ка, сюда нельзя зайти. Блин, ну хорошо, тогда в эту дверь. Всем привет. А, нет, все-таки интересно, здесь что-то есть. Где, как ни в книгах, хранить всякую важную религиозную информацию, верно? Стоп. Стоп. Мне сейчас кажется, или это скинт. Это маленький Весы! Боже, что? Если что, эти весы фигурировали в сердце вселенной. Это тоже один из артефактов, как и блокнот. Нет, вот, книга-артефакт. Книга, похожая на артефакт, использованная для снятия печати с Тадмавриэля, то есть с отца. Ох, у меня теперь получается 2 артефакта. Но взять я это не могу. На самом деле скинт — это не просто что-то типа материи. Это же буквально символ магии. Магии, которая витает в воздухе. Напомню, в предыдущем сезоне скинт был буквально везде. Куда бы мы ни пошли, везде были вот эти кристаллы. И у меня есть небольшая догадка. Чем меньше скинта в округе, тем меньше силы у мироходца. Но это так, догадка, знаете, в небо, в воздух. Но она не лишена смысла. Так, в любом случае, мы низковольтный конденсатор убираем. И привет. О, это что, правда? Скинт? А, нет, подожди, нет, это не скинт. Это просто стекло. Блин. Куда в этом мире вообще мог подеваться настоящий скинт? Архейцы, нынешние архейцы, судя по обрывкам воспоминаний и видео из музея, знать не знали о скинте. Да и в моем измерении Прунус тоже нет ни одного кристалла. Ладно, сейчас мне до этого никак не додуматься. А ведь не факт, что у этих двух событий одна причина. Лучше посмотрю, что там в этой книге. Что? Какой книги? Погоди. Какой книги? А, здесь? Типа, так, А, в этой книге. Итак, в итоге это игрушечный скинт. Цветное стекло, покрашенное под скин. Блин. А я-то думал, нашел источник магии. Для Лолошки, я думаю, это было бы очень кстати. Если бы это был бы настоящий скинт. Так, ладно. Сейчас, погоди. На всякий случай. Аккумулятор. А вот теперь читаем. Светится же имя его ярким светом среди звезд. Аминь. Аминь. А теперь, братья и сестры, дети отца, да светится имя его. Предлагаю перейти к более приземленным материям. Дело в том, что на распространение веры и высшей воли небесной требуются блага земные. Потому
волею отца нашего поднимаю минимальную сумму нашего необязательного добровольного пожертвования на 2150 спарков. Ну это серьезно, 2000. Это что-то явно ненормальное. Ребята, но для чего все это? Братья и сестры, Вера не нуждается в навязывании и материальном подкреплении. Неужели вы не понимаете? Нам необходимо разыскать отца, а он здесь, среди нас. Я ведь уже видел его. Почему вы не слышите меня? Очищение и благо не в материальных вещах, не в деньгах. Нам стоит служить отцу нашей верой и молитвами, не бумажками. О, ну что же ты, Иоганнес? Рвение и вера. Вот они, истинные благодетели. Брат Иоганнес, послушай, ты, несомненно, непоколебим в своей вере. Но ты ведь понимаешь, до явления Отца необходимо, чтобы каждый житель Архея уверовал снова. А для этих целей, как я уже сказал, нужны спарки. Ведь именно спарки идут и на раскопки, чтобы найти больше древних реликвий его, с бесконечной силой и мудростью. Именно поддерживанием и продвижением веры мы приближаем явление и волю его. И вкусим же благо очищения первыми, отдав себя без остатка. И лишь тогда мы сможем воистину узреть его, а не только во снах своих, Иоганнес. Да не говори так! Я не дурак! Я не псих! Конечно нет, брат мой, что ты? О, ты просто запутался. А запутавшимся нужна помощь. Ты... Да вы все... Плевать на вас всех! Ой... Оставьте его, ребята, оставьте. Вера его слишком сильна, но она как бурная горная река. Ей нужно смирение и очищение. Да, жертвуйте во имя Отца, и да простит Он наши грешные души, и да приведет ко благу. Во имя Отца! Да, во имя Отца! Отца! Аминь. А теперь вернемся к делам материальным. Я буду вызывать по именам, а вы подходите. Все пожертвования оставляйте в этом карасе. Заметьте, не отдавайте их мне, ведь вы ничего не даете мне, только на благо Отца и веры нашей. Тех, кто пожертвовал, я запишу в списке тех, кто удостоится очищения. Так, кто тут у нас первый? Кристель, прошу. Что, блин? Кто пожертвует, я занесу в списки, чтобы... чтобы удостоиться очищения. Господи. О, интересно, привыкну ли я когда-нибудь к этим видениям? Бррр. Так, ладно. И вот это вот, что я сейчас видел, наследие ужасной церкви очищения? Как вообще эта гадость до сих пор паразитирует в умах жителей Архея, а? Если только не... Нет. Вряд ли бы он побирался с парками с кучкой фанатиков спустя столько времени. Нет. Это все так отвратительно и нелепо, что точно не может быть чем-то важным. Это же просто выжимание денег. Еще и книжка бесполезная. Здесь только перечень того, кто сколько сдал. Ну-ка. А, еще и должники. И, естественно, нигде не расписаны расходы на благо прихода. На раскопки там, например, и все такое. Или на распространение веры. Да. Мне всегда казалось, что религиозные пожертвования должны быть на добровольной основе. Ладно. Не удивлюсь, если найду их в какой-нибудь другой книге. Ха-ха. Реально просто выжимка денег. Вот во что докатилась твоя вера, отец. Вот оно. Слышишь? Даже скин стал стеклянным. Так, погоди, ты сказал, не удивлюсь, если найду их в какой-нибудь другой книге. Типа, вот это взять? О, кстати, я реально могу взять. Так, она куда-то выпала. Вот она. Использую, наверное, аккумулятор. Еще один. Большая книга методик убеждения. Как ставить на место одной черной фразой. Фига, ну-ка. А, блин, открыть не могу. Так, у нас также есть книга учета доходов на нужды церкви Отца. Список пожертвований и долгов. Ничего интересного. Ладно, я могу обратно, наверное, положить, да? Давай почитаем, что здесь. Главные этапы эволюции первобытной религии Архея. Религиозная книга сомнительного содержания. Ага, так, ладно. Что еще есть? Воспитание подростков в условиях расовой инклюзии.
Страницы прогнолов вырваны. Что здесь? А, ну конечно. Судя по этой книге, этот зал явно давно не используется. Наверняка один из верующих был завхозом в этой школе. Поэтому и собирались здесь. Возможно, тот пастор и есть завхоз. Ну, вернее, был. Подожди, что за книга-то в итоге? А, вот. Организация административно-хозяйственной деятельности. Справочник для заведующих хозяйственной частью. Мы так постепенно узнаем про этого чувака, который был фанатиком, да? Так. Теории существования скинта. О, большой химический справочник, содержащий противоречивые формулы и заметки на полях. Тут еще какие-то книги были, погоди. А, методики убеждения. А вот это перечень расходов церкви отца. Запрещено читать без дозволения настоятеля. А, ну вот, я же говорил. Хоть бы спрятали куда-нибудь. Да, короче, ничего интересного. Пора обшарить все открывающиеся столы и ящики и выдвигаться в обратный путь. Пускай сейчас я и могу позволить себе более длительные вылазки, но всему есть предел. Хорошо, блин, а книги в итоге я могу оставить, да? Вряд ли я могу их взять. О, экстренный аккумулятор. Все это забираем. Здесь у нас ящики, получается, никакие не открываются, следовательно... Что? Да ладно. Глиняная утка? Что? Это настолько неочевидное место! Погоди-ка! Это, блин, это настолько не... Ну, это прям совсем было. То есть вы хотите сказать, что я могу реально уток найти даже в стенах? Ну, как я могу искать их? Это тогда... Короче, я сейчас негодую. Я прям жестко негодую. Это было просто... Ну вот так вот, смотрите, как это было закрыто. Но то, что мы нашли глиняную утку, это прикольно. Теперь у нас утка-ошибка и глиняная. Сразу две. Так, погоди, а вот здесь у нас... Это какой-то череп. Ничего из этого вроде не нажимается. Здесь тоже. Здесь... О, витрина. А, это у нас обрывок рясы святого преподобного Лукия. Кусочек ткани, принадлежавший сыну отца. О, господи. Это не только странно, но еще и забавно. Это ведь обыкновенная тряпка. Ткань не могла сохраниться столько лет. Хотя после стеклянного скинта удивляться нечему. Но... Лукий, который сын отца? Я ненавижу Тадмавриэля и церковь за то, что они сотворили с моим родным миром, но... То, что я вижу сейчас, не вызывает у меня злости. Мне просто, блин, противно со всего этого. Какой вообще во всем этом смысл? Я так надеялся найти что-то полезное, пускай, ну не знаю, хотя бы зловещее. А нашел стеклянный скинт и половую тряпку в витрине. Ай, плевать, надо убираться отсюда. Это просто жесть. Я представил Лукий. Если что, напомню, если кто не смотрел «Сердце вселенной», Лукий — это вот этот персонаж, и это был чуть ли не главный последователь отца, основополагающий винтик во всей этой религиозной чепухе. И в тот момент, когда Лукий дошел до отца, чтобы освободить его, я запер проход. И именно в этот момент отец разозлился на Лукия, сказал, что он бесполезен, и... Все. Лукия нет. Но по итогу про Эграселя, про настоящего сына отца, который вот он, про него ни слова. Пожалуй, просто пойдем. У меня, кстати, не так уж и много заряда. И у меня, блин, батарейки закончились. Я бы, честно говоря, много чего хотел отсюда забрать, но... Погоди, а я же могу! Выносливость прокачать, да? 2000 опыта надо. Ладно, мы не прокачаем. То, что у меня мало сейчас процентов, наверное, вынуждает меня все-таки уходить отсюда. Поэтому валим. Трешатина какая! 7%! Я просто ненавижу это. Ладно, я в целом все понял. Местная церковь — профанация. Они ничего не знали, просто слепо следовали религии. Кроме Иоганнеса. Он правда выглядел искренним. Но при этом правда ли он видел Тадмавриэля? Стоит ли мне морально и физически готовиться к возможной с ним встрече? Хотя нет. Все говорит об обратном. Стоит оставить эти мысли, да. Старина, ты, привет. Слушай, как думаешь, может ли древний злодей все еще быть в живых, а? Нет? Ну вот и я думаю, что нет. Но тебе-то явно лучше знать. Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. И то верно. Надеюсь, что Лая вернется, и я наконец могу попросить ее забрать меня с собой. И надо бы еще подумать над вопросами, которые я задам ей. А может быть, чтобы она осталась подольше, я даже к себе ее позову?
Эй, стой, ну ты куда? Черт, ну помоги мне убраться, я девушку домой приглашаю. Да. Что? Книга учета доходов и нужды отца. Я не могу же положить это куда-нибудь сюда, верно? Обидно. Сюда я могу положить только уточек. Итак, какую уточку я хочу видеть первой? Утка-ошибка давай. Далее, глиняная утка. Все! Ты погляди, какая красота! Мы реально заполонили всю первую строчку. Я, конечно, уверен, что мы могли бы найти уже, наверное, даже 2 строчки. Но это тяжело. Извините меня, искать этих уток не вариант. Я вообще уверен, что мы не всех найдем. Ну, типа, как будто это невозможно. Но я надеюсь, что там за 20-25 уток мне откроется какой-то бонус. Ну, потому что я же не зря их добываю, правда? В любом случае, заряжаемся. И постепенно понимаем, что со всеми этими сюжетными вещами нужно что-то делать. Типа, вот, у меня игрушечный скин. Куда мне его? А, ну, кстати, вот этот сундук, по-моему, идеальный, да? Блокноты Аганеса сюда. И вот честно, я бы, наверное, вернулся в школу, но я понимаю, что, скорее всего, я умру. На то, чтобы вернуться туда и обратно, мне нужны аккумуляторы. А аккумуляторы у меня все тю-тю. Пойду-ка проверю, как они исследуются. Здравствуйте, проверочка. Переработка утиль-сырья и редких материалов позволяет создавать экстренную батарею. Это устройство станет незаменимым источником энергии. Ну да, это я помню. Так, нам понадобится... А, ну... Кстати, вот это вот у меня, по-моему, даже есть низковольтный провод. Сейчас проверим сразу. Да, изолированный моток низковольтного провода. 12 штуковин. Изи. Замечательно, выполнено. Снова здравствуйте. Исследовать нажимаем. И 40 минут ожидаем. Так, смотрите, мне опять же нужно железо, алюминий и изолированный моток. Тот самый. То есть мне придется создавать их больше. Вообще не тяжело, учитывая прочную ткань, потому что волокно промышленной конопли мы создавали. Много, я помню. Во, у меня 64. Хорошо, тогда это вообще будет не проблема. Но надо сразу понять, что исследовать далее. Сталь. Скорее всего, сталь. А, кстати, я могу сейчас, но нет. Блин, исследовать не нажимается, потому что уже исследуется. Консерву пока тоже не получится, потому что нужно 320 гнили. Короче, суть до дела, но я нашел шикарное место, куда буду складывать сюжетные вещи. У меня все эти семечки, ну в целом, как будто сейчас уже и не понадобится, да? Кожа не нужна, песок, вот это выкинуть. И именно здесь сюжетным вещам самое место. Фотоаппарат, правда, не знаю, это важная штука или нет, но тоже возьмем. Пусть Тихо. Пусть валяется здесь. Я, конечно, не до конца уверен, что именно фотоаппарат — это сюжетная вещь. Может быть, я просто могу фотографировать и проявлять фоточки, не более. Но пусть пока что валяется. Что ж, мы прямо сейчас ожидаем Лаю. Нам нужна та самая девушка, которая сказала, что вернется. Но попутно мы вспоминаем про церковь. Меня сейчас невероятно интересует вот этот Иоганнес. Чувак, который якобы видел отца. И это самое интересное из его слов. Думается мне, что мы еще столкнемся с этой историей поподробнее. А на этом мы будем постепенно заканчивать. Очень круто развивается и вспоминается все то, что переживала Ложка до этого. И это так круто компонуется друг с другом. Надеюсь, вам тоже нравится. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться. И, конечно же, я дважды не забуду попросить вас не пропустить это мимо ушей. Просто ваша поддержка в условиях замедленного Ютуба, особенно замедленного Ютуба, это поистине самое лучшее, что придумало человечество. Спасибо большое, если вы не подумали, что это речь и обращение к другому человеку. Это обращение конкретно к вам. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка и... кучка фанатиков. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.